Всем привет! Сегодня поговорим о деревьях, точнее об их отсутствии в XIX веке. Официально за последние 500 лет было два катастрофичных события. Первое – извержение вулкана Уайна-Путина, которое произошло 19 февраля 1600 года. Это было сильнейшим извержением за всю историю Южной Америки и одним из самых сильных в мировой истории. Оно привело к похолоданию и 3 годам без лета, известные как «лихие дни Бориса Годунова». Второе – извержение вулкана Тамбора, находящегося в Индонезии в 1815 году. Крупнейшее и наиболее разрушительное извержение вулкана в истории человечества. Последствия извержения привели к глобальному похолоданию. Температура по всему миру упала где-то на 0,4–0,7 градусов по Цельсию, а где-то и на 3–5 градусов по Цельсию. 1816 год вошел в историю как год без лета. Возникает вопрос: извержение вулкана – это основное и главное событие или следствие более масштабного события? Оба вулкана находятся в южном полушарии. Могли ли оказать эти извержения серьезное воздействие на северное полушарие? Вот что писал Михаил Николаевич Загоскин в романе «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Роман напечатан в 1831 году. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас пред сильную летнюю грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Недаром, говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города, селы, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все – быть в великой войне. Из этого фрагмента мы узнали, что в небесах ходила невиданная звезда, а также узнали о том, что горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала. Поподробнее узнать, из-за чего все это происходило, какие были точные последствия, особо негде. Есть только обрывочные сведения, а также версии независимых исследователей. Альтернативщики обращают внимание на следующие факты. Если посмотреть на карты Австралии, то они подписаны как Новая Голландия. Стало быть, Австралия была колонизирована голландцами, то есть они туда высадились и начали бурную деятельность по обживанию континента. Иначе бы целый континент не стали называть Новая Голландия, а затем, уже в XIX веке, понадобилась повторная колонизация Австралии уже англичанами. Официально никто не объясняет, куда пропали голландцы из Австралии. Отвлечемся от загадок древности и послушаем важную информацию. Уже к зиме Россию ждут изменения, возможно, самые серьезные из 90-х. Большинство снова окажется в ступоре, а некоторым придется начинать жизнь с чистого листа. Чтобы быть готовым заранее, лучше смотреть источники, проверенные временем. Хороший пример – канал «Мультипликатор». Еще в 2022 он объяснял, почему не будет краха экономики Российской Федерации. Точно описал то, что сегодня стало реальностью – обострение конфликта, доллар под 100 и ипотека под 30%. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже зимой с курсом рубля, ценами на недвижимость, военным конфликтом и к чему нужно готовиться в первую очередь. Подписывайтесь и смотрите канал «Мультипликатор» всего по 5 минут в день и будьте готовы к 2025-му лучше, чем 90% людей вокруг. Рекомендую, ссылки в описании. А мы продолжаем. Голландцы добрались и до Африки. Воинственные буры в Африке, с которыми воевали англичане, говорят на голландском языке. Также есть загадка в следующем. Африка на старых картах обозначена как зеленый континент со множеством рек, озер и городов. Но затем пересыхают реки, озера, также пропадают города. Также есть такое явление, как цирки уродов в США. Весь 19 век эти цирки были популярны, а потом в 20 веке цирки уродов исчезли по естественным причинам, так как уродов в таком количестве больше не было. Откуда в США появилось столько уродов в 19 веке? И почему они пропали к 20 веку, нам тоже не объясняют. В общем, вопросов много, а ответов на них нет. А мы вернемся к теме лесов Скифии Руси. Наверное, каждый из вас слышал, что на Руси было много лесов. Леса выжигали, золой удобряли почву и на этой земле высаживали урожай.
На данном этапе просто необходимо уточнить про почвы. Дело в том, что согласно исследованию Докучаева, самого известного почвоведа XIX века, черноземы в лесах не образуются. Для образования чернозема нужны луговые или степные травы. Леса обычно растут на материковых грунтах – глина, песок или суглинок. Чернозем под лесом может быть только в том случае, если лес вырос на уже существовавшем черноземе. Более того, подсечно-огневое земледелие плохо тем, что урожай на поле отвоеванному леса будет расти всего несколько сезонов, а потом урожайность резко падает. Связано с тем, что зола от сгоревшей древесины содержит в себе какое-то количество питательных веществ, которых хватает на эти несколько сезонов, а дальше питательные вещества заканчиваются, а песок или глина, на чем рос лес, их не содержит. Напомню, что с точки зрения официоза деревья на территории Скифии и Руси были всегда, но на самом деле деревья в XIX веке резко пропали, и крестьяне топили печи, нет, даже не хворостом или камышом, а очень странным топливом. Сейчас об этом узнаем, для чего почитаем статью Льва Николаевича Толстого о голоде, 1891 год. Перед уходом из деревни я остановился подле мужика, только что привезшего с поля картофельные ботовья, плети, как у них называют, и складывавшего их у стены избы. Откуда это? У помещика купляем. Как? Почем? За 10 плетей, 10 на лето убрать. То есть за право собрать из 10 выкопанного картофеля картофельную ботву крестьянин обязывается вспахать, посеять, скосить, связать, свести 10 хлеба, то есть по обыкновенным дешевым ценам и розничной работы сработать по крайней мере на 8 рублей, а по установленной в той местности цене выходит 5. В общем, вы сами все услышали, что за право собрать в наше время никому не нужные плети от картофеля крестьянин должен был посадить за свой счет равную площадь пшеницы, а осенью собрать эту пшеницу и отдать помещику. Так зачем же крестьянам понадобилась картофельная ботва? Читаем дальше. Мужик был разговорчив. Летось половину деревни, как корова языком слезнула, выгорела. А то не урожай. И летось плохо было, а уж ныне вовсе чисто. Да какой тебе урожай, коли земли нет? Какая земля? На квас. Ну, заработки, сказал я. Какие заработки? Где они? Ведь он, это помещик, нас на 11 верст обхватил. Все его земля. Куда хошь иди. Цена везде одна. Ну вот, плати 5 рублей за плети, а их на месяц не хватит. Тоже не очень понятно, на что хватает плетей на месяц. Давайте почитаем другое произведение Льва Николаевича Толстого. «Царство Божие внутри нас» или «Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», 1893 год. И люди, находящиеся в том же положении, как и он, верят ему, восхваляют его и с ним вместе с важностью обсуждают вопросы о том, какими бы еще мерами улучшить положение того рабочего народа, на ограблении которого основана их жизнь, придумывая для этого всевозможные средства, но только не то одно, без которого невозможно никакое улучшение положения народа. И именно то, чтобы перестать отнимать у этого народа необходимую ему для пропитания землю. Поразительнейшим примером такого лицемерия были заботы русских землевладельцев во время последнего года о борьбе с голодом, которые они-то и произвели, и которым они тут же пользовались, продавая не только хлеб по самой высокой цене, но картофельную ботву по 5 рублей за десятину на топливо мерзнущим крестьянам. Вот здесь мы читаем, что картофельной ботвой топили печи. Вот эта фраза «на топливо мерзнущим крестьянам» дает повод серьезно задуматься. То есть крестьяне мерзли, и топлива в округе не было вообще никакого. Ни деревца, ни кустика, ни какой-то упавшей старой яблони или ивы. Кто хоть раз топил печь, знает, что от картофельной ботвы особо толку не будет. У меня был период в жизни, когда я жил в деревне. Мы и соседи зимой топили печь. В Советском Союзе выписывали бурый уголь, но в 90-е все развалили, угля не выписать, или стоил он участников очень дорого.
Леса рядом не было, и все дрова мы находили в самой деревне. Сперва мы срубили березы, которые давно посадил дед. Потом в саду постоянно что-то засыхало, и в печь шли ветки от яблони, сливы или груши. А когда нормальное топливо закончилось, мы срубили огромные тополя диаметром более метра, которые потом долго пилили двуручными пилами на пеньки длиной по метру. А затем эти пеньки разбивали большими стальными клиньями, ударяя по ним кувалдой. Пилили и огромные ивы. Из-за строения древесины обычно ива вся перекрученная и в сучках. Ее очень трудно рубить на дрова. В ивах еще гнилая сердцевина, древесина очень сырая и тепла она дает мало, но и она шла в ход. В деревне и без леса обычно много чего растет, и это идет на дрова. А в вышеперечисленных произведениях великого классика в деревнях вообще нет древесины. Куда же делась древесина, если на Руси издревле было много лесов? Вот интересный фрагмент из произведения другого автора, это подтверждающий. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся с подпорками внизу. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, в этом фрагменте вопрос, почему в городском саду растут только деревца? Где взрослые деревья? Можно ли сейчас представить ситуацию, что в городском саду или парке вообще нет никаких старых деревьев и только что посадили тонкие саженцы? Это не единственное упоминание про отсутствие деревьев, дальше будет еще. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. В этом фрагменте описываются только молодой лес, обгорелые стволы старых. Почему старые обгорели, но при этом не сгорели полностью, не уточняется. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш неизвестно по каким причинам в ту же минуту принялся считать и насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени. Везде глядело только одно бревно. В вышепрочитанном фрагменте снова отсутствие даже деревцев или зелени. Вот еще фрагмент. Лев Толстой. Воскресенье, 1899 год. Они работали за луга, за лес, ботву от картофеля, и все почти были в долгу у конторы. Вторая половина XIX века еще известна и резким падением урожайности. До условного 1860 года урожай был сам 9, то есть 1 к 9. Посадил 1 пуд, собрал 9. А после урожайность резко упала и стала сам 3. Посадил 1 пуд, собрал 3. Сельское хозяйство стало резко невыгодным. 1860-е годы ознаменованы отменой крепостного права в России и отменой рабства в США. В России крестьяне пошли в города на заработки, работать на заводы и фабрики, так как оброк никто не отменял. Падение урожайности возможно только после резкого изменения климата, стало холоднее. Какой можно сделать вывод? В конце XIX века произошло еще и климатическое изменение. Официально климатическое изменение объясняют попаданием пыли от вулкана в атмосферу, и эта пыль перекрыла солнечный свет. Правда, вулканом объясняют климатическое изменение 1815 года. А вот что послужило изменением климата в 1860-х годах, нам не объясняют. Это изменение климата потребовало строительства печей, а эти печи надо было чем-то топить. На огромных территориях топить было нечем, от слова совсем. Не было лесов, не было ив по берегам оврагов и рек, не было берез, которые довольно быстро растут. Вот, кстати, фотография места падения Тунгусского метеорита в глухой тайге. Толщину деревьев вы видите сами, расти они начали где-то лет 15-30 назад. А где толстые деревья? Кто постоянно на канале слышал, что я хотел открыть технопарк. Я начал предпринимать практические шаги к осуществлению этого проекта. О технопарке я буду рассказывать на отдельном канале. Ссылка в описании под видео. К этому моменту, я думаю, уже вышла первая серия, так что ищите в описании ссылку. Для покупки здания, как ни странно, нужны деньги, и я решил продать то, чем я занимался раньше. Первое направление – бизнес по производству саквояжей Шмелев и Фелдман.
Туда входит полностью готовый и наполненный сайт, доменное имя, швейная машинка тяжелого класса «Подольск», если вы захотите делать саквояжи самостоятельно, все контакты, где брать кожу и фурнитуру, контакты мастеров, кто эти саквояжи может делать. Второе направление – бизнес по производству аксессуаров из дерева для кухни. Туда входит полностью наполненный сайт, доменное имя, ЧПУ, станок Кутмастер R1500 со шпинделем на водяном охлаждении, промышленный пылесос. Подробнее о каждом направлении в описании. А на этом все. До новых встреч. Пока.